Всем привет! На улице хорошо, тепло, птички поют, все благоухает, сады вовсю цветут, сирень зацветает, вчера уже белая засвела. Благодать! Как мне помнится, всегда так было на Пасху. Кстати, всех с праздником, кто будет отмечать. Ну а такая теплая погода вроде бы как и недолго пробудет. С понедельника передают дожди на пару дней, ну а там снова на неделю похолодает. Температура будет днем, как передают, не больше 14, ну а ночью вообще до 4. Главное, чтобы заморозков не было. Как перевел кроликов на траву, так хлопот больше прибавилось. Сеном было намного проще. Пришел, разложил по кормушкам и ушел. А с травой еще нужно пойти, накосить, подвялить, принести. Да и руку на пульсе нужно постоянно держать и за погодой следить, чтобы перед дождями впрок ее запастись. Вроде бы как говорят, что влажную давать нельзя. Зато на траве они намного быстрее растут. Только что объемы нужно увеличивать по сравнению с прошлым годом. Тогда у меня было только 2 кролика, и хватало им, что я укашивал там, где теперь огороды. Ну а сейчас уже целое стадо, и тех площадей не хватит. В прошлом году здесь в саду я сено заготавливал. Ну а в этом придется постоянно выкашивать и давать, а сено ехать искать куда-то подальше. Хоть я и увеличил площадь сада, вырубив старые деревья и кусты. Но ничего страшного, все же и техника появилась. И на мотоблоке за сеном в лес будет ехать намного проще, чем на 69-м по колдобинам. Коса уже устала от безделья и немного проржавела за зиму. Ну, вроде бы еще и острая, хотя не мешало бы ее и поклепать перед началом сезона. Предстоит немало поработать. Травы еще не густо, но надеюсь, после дождя в рост пойдет, и намного меньше площади нужно будет выкашивать. Да еще и неудобно в саду пчелы злятся, что их цветочки срезаю. Но ничего не поделаешь, раньше не пойдешь, роса еще стоит. Придется смириться и вместе с физкультурой заодно и терапию пчеловжаливания проходить. Сейчас тоже одна приложилась. Неприятно, но это полезно, бодряще и тонизирующе. Получше любого кофе с утра на ноги поставит. Да, к тому же это один укус еще цветочки в
Вчера 6 доз сразу принял, когда нежданный рой снимал. А он совсем и не кстати был, все карты перепутал. Планировал сегодня в город поехать на рынок. Корма у кроликов заканчиваются прикупить. Вроде бы и брал недавно, но как раз сеял чася ячменя и овса, так пополнить запасы. Да и другие семена купить. Хотел после выходных начинать уже понемногу огороды высаживать. А теперь нужно все переигрывать и правильно расставлять приоритеты. На рынок и в следующие выходные съезжу, ничего страшного. Все равно на неделю похолодает, а семена в холодную землю бросать нерационально. Когда будет теплее, нагонит еще свое. Корма закажу, благо доставка есть, привезут домой. Пчелы в принципе могли бы еще полдня и в холодке в чулане посидеть. Тоже ничего бы страшного не случилось. Да вот только осталось пару теплых дней, а им еще надо новое жилье обустраивать. Хотя сам виноват. По идее, сегодня можно было бы успеть все сделать, если бы раньше не ленился. С вощиной для рамок еще ладно, простительно. Не было благоприятной подходящей погоды, чтобы воск вытапливать. Воскотопка паровая, и в доме ей не будешь пользоваться. Повышать сильно влажность в избе нехорошо и для здоровья, и для древесины. А вот с ульями это серьезный косяк. Хотя тоже никто не ожидал, что пчелы так рано полетят. Обычно в моих краях раи выходят в конце мая, начало июня. Но что поделаешь, как говорится, все, что не делаешь, все к лучшему. Улья я-то практически сделал, есть и покрашенных 6 комплектов, за исключением доньев. К ним никак руки не доходят. Хочу делать высокое, со встроенным внутрь уловителем, но вот не получается никак свести концы с концами. То музы нет для изобретательства, то отвлекаясь на другую работу. Ну а сейчас, раз такая песня и некогда рассусоливаться, то сделаю по-быстренькому простенькое, бежать, отлить несколько листов вощины и пересаживать рой, чтобы пчелы успели его обжить, немного оттянуть и нектара до дождя нанести. Ну а там уже будет до 14, далеко может никуда не полетят, но будут свой сад опылять. Вот такое донышко сколотил на быструю руку. Красить уже некогда, и так сойдет на первое время. А потом уже, когда придумаю и сделаю нормальное, то тогда пойду и поменяю. Благо конструкция моих ульев позволяет это сделать легко. Поднял корпус, переставил, и все готово.
делал сетку. Общался с местными пчеловодами, и они говорят, что на таких лучше пчелы развиваются. Ну вот и посмотрим. Ну а заодно сразу же и второе сколотил, на всякий случай, чтобы потом не суетиться, если что. Да и к тому же, та семья, с которой вышел рой, по идее можно сейчас уже смотреть и тоже пересаживать, пробовать. Ну вот, один улей готов полностью. Магазинные корпуса пока не ставил, пусть валяются на чердаке, еще рано. Скорее всего, даже и вообще не в этом году. Главное, чтобы они успели до зимы оттянуть те рамок 8-9 и медом залить, чтобы хорошо было на чем перезимовать. Сколько сейчас щенки стоят, даже и не знаю. Поставлю, наверное, рамочки 4, а потом буду подходить смотреть, как они обживут их. Если тесно будет, то доставлю. К тому же в этом уле вообще это легко делать. Снял крышку и сразу вон все видно. Не то, что в моих. Нужно раздвигать рамки, вытаскивать, смотреть. А здесь вообще красота. Поделал я им еще такие теплые заставные с двух сторон. Из обрезков пенополистирола от изготовления ульев. Как раз практически все пошли. Теперь у них составная такой же толщины, как сам улей и крыша. И будет в гнезде тепло при любой погоде. И хорошо будут развиваться расплод и семьи. Осталось только дело за малым. Навощить вощинку. Осталось только его сделать. Я тут уже подготовил все необходимое для этого. Будем лить. В прошлом году я уже пробовал. Получилось неплохо. Ну, только что делал это из того воска, который здесь нашел куски. А в этом году буду делать из своего, которого сам добыл. И получится, что улей, все будет содержимое сделано собственными руками. Ну, за исключением инструмента, с помощью которого буду этого делать. Его делал или дед, или прадед. Только что вот комары не дают работать. Совсем распоясались. Не знаю, вчера не было вроде бы там 1-2, а сегодня откуда они только взялись. Поналетели, кровушки почувствовали. Все же стоило съездить в город ради средств от комаров, а то они совсем страх потеряли. Ближе к вечеру, как солнце стало меньше, и здесь, в тенечке, так вообще жизни не дают. К кроликам, наверное, тоже пристают. Я их в прошлом году перетащил клетки в сарай. Думал, что может там будет полегче с ними справляться. Ну вот, как обычно, первый блин комом. Но ничего страшного, ничего не испорчено, переплавим еще разок. Скорее всего из-за того, что бетон после зимы еще не пропитался хорошенько. Да и было бы хорошо для таких случаев емков побольше и хорошенько воск прокипятить, продезинфицировать, простерилизовать. Да и термометр, чтобы соблюдать все температурные режимы. Ну, это уже получше. С этим можно работать.
Не знаю, сколько времени прошло, но очень много. Уже солнце садится. Листов 10 испортил, пока нормально получился. И Шадоу с Ежиком пришли помочь и поддержать. Но вроде бы понял свои ошибки и вывел закономерности, как надо нормально делать. Я все пытался лить по чуть-чуть, чтобы толстые листы не получились, много воска не уходило. А они все получались каравые и с дырками. Но я понял, что нужно лить наоборот, много и с размахом. Плита тяжелая все равно лишнее выдавит. Ну вот сейчас этот лист и подтвердит, либо опровергнет мою теорию. Ну вот, что и требовалось доказать. Сейчас только проверим, сильно ли они толстые. Ну вот, 119 грамм. Но это не точно плюс-минус пару, потому что придерживаю пальчиками. Он сам не стоит. Не намного и толще. По идее 90 идет стандарт. Ну вот, сейчас дело пойдет быстрее. Еще пару листов и останется только навощить. Я уже приготовил зарядное. Ну, вроде все готово. Последняя рамка отлита, навощена. Можно и пробовать пересаживать рой. Ну вот, кто-то из подписчиков рекомендовал их вечером или ночью пересаживать, а кто-то всю ночь продержать в подвале. Ну а я выполнил все указания. Практически сутки он у меня в равне простоял, пока я подготовился. Рамку с расплодом кто-то говорил подставить, но у меня нету его, потому что перехожу на новые ули, даже суши нету. Только голая вощина. 4 рамочки. Ну, будем смотреть, как он примет это все и как будет тянуть. О, уже и дождик начинает крапать. Надо поскорее поторапливаться. Забыл перчатки одеть. Сразу кусаться начал. Шадоу, утекай. А то сейчас все мухи покусают. Ах, забыл еще холстик взять. Вот. Голова, два уха. Тяжело, когда делаешь что-то первый раз, да еще в попыхах. Получается как-то сумбурно, много ошибок делаешь. Ну, как говорится, опыт приходит со временем. Но надеюсь, что он обживется в этом домике, он ему понравится. И будет все хорошо. Шадоу, пошли домой. Шадоу, слазь сделал, пошли домой. Идем, иди. Иди сюда. Шадоу, пошли. Пошли домой. Пошли. Пошли домой. Идем, идем, давай.